Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет! Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня на улице дождь. И я специально сделал микрофоны на максимальную громкость, поэтому помимо дождя вы, возможно, сможете слышать, как чешутся тараканы на этажом выше или этажом ниже, либо же что-нибудь еще, но мне нравятся звуки дождя, и сегодня я хотел бы просто пообщаться с вами про дождь, и про то, как ходят соседи сверху. Но пока они делают это тихо, и в принципе мы можем продолжать общение. Так вот, хочу поговорить с вами сегодня о воспоминаниях, потому что, воспоминания — это, наверное, самая ценная вещь, которая остается у человека с годами, да, с какими-то. И хочу вам рассказать о моих воспоминаниях про дождь, о моих воспоминаниях, да. Я помню дождь, почему-то вот запомнилось ярко, да, когда был маленький в деревне. Именно этот дождь почему-то мне запомнился на всю жизнь. Не знаю, для меня дождь был всегда приятным, каким-то, не знаю, приятным каким-то событием, да. Возможно, для некоторых дождь — это что-то плохое. Например, человек под дождем может намокнуть, да, или промочить ноги, или что-либо еще. Не очень приятно, да, когда дождь идет холодный, но я обожаю летний дождь, мощный такой дождь. Я не люблю, когда дождь идет целый день, и это какой-то, знаете, такой маленький такой ливень, да, не ливень, а маленький такой дождик, да, который все время сырость, вот это нет. Я обожаю, когда вот летний дождь какой-то, да, как сейчас, например. То есть где-то 10 минут назад ничего не было, ни намека на дождик, но резко пошел дождь сначала. Как правило, когда ты идешь по улице, а я помню, когда я шел по улице в деревне, по деревенской пыльной дороге, ты идешь, и сначала так парк, да, то есть вроде бы как тепло, это называется парит перед дождем, знаете, такая есть ситуация, да. И сначала первые робкие капельки дождя падают тебе под ноги, ты их как бы особо не замечаешь, идешь дальше, потому что, что это, пару капелек. Потом где-то вдалеке гремит гром, и капельки становятся чаще. Тут ты понимаешь, что все-таки, наверное, дождик будет начинаться, и вставляешь руку вот так. Тебе на руку падает пару капель, ты понимаешь, что это действительно дождь, и что гром гремит, да. Ты думаешь, надо идти быстрее домой, чтобы не промокнуть все же. И начинаешь идти быстрее, но до дома еще минут 15 идти пешком. И ты понимаешь, что, скорее всего, ты не успеешь. Начинаешь ускоряться. Но тебе тепло, тебе нормально. А капельки крупные капают. Вот одна капелька попадает тебе прям в макушку и за шиворот. Интересное ощущение, наверное, каждый помнит его с детства. И ты идешь дальше. Идешь, пока не ощущаешь, что дождь начинает литься, как из ведра. Он переходит в ливень, потому что летние дожди, они достаточно мощные, но кратковременные. И ты идешь и смотришь, как капли падают на пыльный асфальт и на пыль, которая лежит в дороге обычно. И ты видишь, как маленькие такие пылинки вздымаются вверх, да, от вот этих капелек. Капли крупные, они падают часто. Буквально через 3 минуты ты понимаешь, что пылинок-то уже нет. Вместо них мокрый песок, какая-то мокрая земля.
Вот, лужи еще нет как таковых, потому что земля еще быстро-быстро впитывает влагу, потому что земля обычно перед дождем, она горячая. Летний дождь, да. Тебе было жарко, и ты радуешься вот этому дождю, дождику, да, ты идешь, и ты понимаешь, что ты промокнешь, но тебе уже все равно. Ты снимаешь футболку, может быть, да, обвязываешь ее вокруг штанов вот так вот на манер каких-то индейцев, или, не знаю, обвязываешь рукава вокруг пояса, завязываешь на узел, и понимаешь, что ты уже весь мокрый с головы до ног, что волосы уже начали намокать, да, все как бы стекает с тебя. Но ты не ускоряешь шаг, потому что тебе уже это все нравится. Ты делаешь вот так, подставляешь дождю лицо, подставляешь ему свои глаза, я не знаю, дождь, он везде, ты уже весь мокрый абсолютно, но тебе приятно, потому что дождь, он теплый, он летний, и на улице резко начинает пахнуть озоном, да, все, наверное, помнят этот запах. Это запах свежести, этот прекрасный просто запах чего-то, какого-то нового начала. И после дождя всегда так свежо и классно пахнет. И ты идешь дальше, просто наслаждаешься этим дождем. Я очень любил в деревне дождь. Я очень любил петь под дождем. Я просто бежал в припрыжку по сельской дороге к своему дому и пел песни. И это было так здорово. Обычно я возвращаюсь с рыбалки. Иногда меня заставал такой вот дождь, когда я возвращался с рыбалки. И когда я приходил домой, меня, конечно же, встречала встревоженная бабушка. И она сразу говорила, чтобы я снимал всю одежду мокрую. Вот. Я это, конечно, делал. Потом бабушка вытирала меня полотенцем. Таким большим-большим махровым полотенцем. Знаете, полотенце, наверное, было на самом деле небольшое, просто я был маленький. И потом бабушка усаживала меня за стол и поила чаем. Она делала мне большую кружку чая. У нас была такая большая деревенская кружка, вот, из которой было очень-очень приятно пить чай. Я садился на веранде, смотрел на дождь, пил чай. И мне было так уютно, потому что мне было тепло. Я грелся от этой кружки с чаем. И я пил чай и понимал, что я самый-самый счастливый человек на свете. Мне было очень уютно, потому что я понимал, что дождь не доберется до меня. Я нахожусь в защищенном от него месте, под крышей дома. У меня в руках чашка горячего чая. Я тепло одет и укутан в одеяло. И я с удовольствием наблюдал, как дождь поливает деревья, как струйки дождя по каким-то крышам сараев сливаются вниз, образуя лужи, даже целые бурные потоки. И это было настолько приятное ощущение, это было ощущение некого уюта. Мне это ощущение с детства очень-очень запомнилось. Именно таким я запомнил летний дождь. Именно таким. И еще я очень любил слушать звук дождя по стеклам и по крышам. У нас была металлическая крыша. Я не специалист по крышам и не знаю, из какого материала конкретно она была сделана, но мне тогда казалось, что конкретно из металла это было. И этот звук, когда эти крупные капли барабанили по крыше, для меня является некой такой летней колыбельной, летним символом и знаком того, что все будет хорошо, что какие бы невзгоды не были на улице, я сижу дома, я успел, добежал, меня вытерли теплым сухим полотенцем, и я сижу и пью чай, и слушаю этот звук. И как бы стихия не бушевала, какой бы на улице не был ветер, какая бы ни была гроза и гром, я сижу дома и слушаю это все из теплого, сухого и уютного места. Вот так вот я запомнил летний дождь.
И до сих пор, когда мне нужно успокоиться, когда мне нужно расслабиться, и когда мне нужно как-то прийти в себя, я всегда возвращаюсь мысленно в те детские далекие времена и представляю себя сидящим под, под крышей, под металлической крышей нашего дома, уютного, небольшого, но уютного в деревне дома. И я представляю, что все проблемы какие-то, да, все невзгоды — это дождь, а я сижу под крышей, на меня не падает ни капли. Я, конечно, немножко вымок, когда шел домой. Без этого в жизни нельзя. Никак нельзя обходить проблемы стороной. Иначе, без этого никак, никуда не деться от проблем иногда. Но можно хотя бы мысленно где-то уютно иногда укрыться и спрятаться от этих проблем под какой-то мысленной крышей. Да. Вот. И представить, что вам очень-очень уютно. Вспомните ощущения. Эти ощущения из детства, когда вы находились в защищенном месте, именно у себя дома, где-то, да, в теплом, уютном, и никакие вам проблемы не были страшны, никакой дождь, никакой снег, никакой град. И мне всегда помогало это расслабиться, получить какое-то успокоение и набраться сил. Вот. Поэтому, если у вас какая-то в жизни ситуация или ситуация не очень хорошая, вы просто знаете, что сделаете. Вы просто возьмите теплое одеялко или пледик, укройтесь, сделайте себе горячего чая и представьте себя на моем месте, в таком воображаемом доме. Вот, представьте себя в воображаемом доме. Представьте, что на улице идет дождь, но дождь — это ваши проблемы какие-то, да, заботы, ваши переживания. Но вы сидите не под дождем, вы находитесь в уютном месте, и дождь до вас не достанет. Вам хорошо и комфортно. Вы можете только слушать звуки дождя, про себя мысленно улыбаясь, и вы понимаете, что вы в безопасности. Пусть у вас все будет хорошо, друзья. Будьте здоровы, не болейте. Чувствуйте себя прекрасно. Я вам желаю успехов и удачи. Увидимся. До свидания. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!